Друзья, всем доброго утра турецкого. Проснулись, я чуть сегодня так рано встал. В 8:30 проснулся, по привычке уже как вставать. Всем прекрасного вида, заряда такого горного, турецкого, солнечного. Ветер, кстати, так и не стих, вот дует, ну, конечно, не так сильно, как ночью, но вот оттуда, там у нас по стороне моря, и оттуда с моря ветерочек поддувает. Ой, ну, знаете, уже воздух такой уже теплый, чувствуется такой с летним вкусом. Ой, как я соскучился по этому горному виду, по этой красоте. Выползли мы погулять. У нас конец марта, а на улице прям как лето. С утра ветер был, все стих, детишки бегают. Перед отъездом у нас тут очень сильный дождь, прям сильнейший был. И тут, видимо, не знаю, или из гор, или из люка глина прям повылезала. Мы уезжали, здесь все в глине было. Вот такая глина была. Вот, и сейчас все дело травкой уже все прорастает, видите, травка пробивается. Но я думаю, что все зеленое все равно будет. Детишки бегают, там играют. Очень большая тусовка деток у нас здесь собирается. Так, видите, кто живет на первом этаже, у кого-то гамачок здесь. Детки вот так вот бегают, у них свой детский садик здесь прям, можно сказать. Но знаете, запах такой вот, прям уже, ну еще ничего не цветет. Запах такой, знаете, как летом приезжаешь в отель в Турцию, вот такой же запах есть, прям, знаете, травки такой. Ну, хотя, видите, еще деревья, прям даже листиков нету, это гранаты растут. Видимо, какие-то деревья уже начинают потихоньку спускаться из-за этого, ароматы появляются. Да, вот видите, уже поползло потихонечку, скоро все зеленое будет. Детишки бегают, играют, я здесь за столом присел. Видите, как у нас тут скамейка гигантская, можно прям пикник огромный ставить. Можно сесть поработать, отдохнуть можно. Водичка есть, все, барбекю. Я думаю, на днях что-нибудь приготовим. А, запах, вот видите, пошел. Вот здесь какое цветение сильное. Пошло травка. Травка, цветы, не знаю, что там. Может, даже мята. Вон там, кстати, прям перец растет. Я там лазил. Вообще, его даже никто не собирает. Прям подходи, рви. Красный перчик видел. В общем, еще поизучаю, что тут есть у нас. Видите, кактусы растут. Я что-то после перелета какой-то не выспавшийся. Встал еще в 8:30 легли, там в районе 3. Проснулся и все. И такой, знаете, полусонный, полдремный ставим, даже здесь сейчас на скамейке развалился и лежу тут, отдыхаю. Вот солнышко то светит, а тучка приходит. Релаксируем, сиди, релакс. Иди сюда, кот рыжий. О, тут с покыской еще не один приходит. Привет, котярос. Здоровый такой. Там он, еще вон прибежали кошки. Кс-кс-кс-кс. Конечно, тут целый зоопарк. А, то есть, подождите, здесь кошачья любовь. Не буду вам мешать. Еще вот такой котята производится тут на свет в ограниченном количестве. А ты что? Тебя не взяли, кот? Тусовку кошачью. А? Ты кот или кошка у нас? А? Привет. Кошки, кстати, так любят камеру. Всем подаешь, они прям вообще с таким удовольствием ее нюхают. Кот. Или кошка, кто там? Сколько тут кошек, вон те, которые сношались, еще прибежали две, кс-кс-кс. Там еще рыжий, в общем, много котов тут, кошек. Привет, и ласковые, знаете, какие все вообще. Иди сюда, кс-кс-кс, иди ко мне, иди сюда, кс-кс-кс. Так вот, мне детки тут рассказали, кто, говорю, стол сломал, они говорят, тут дерево упало, и так вот рубануло, или ветром, не знаю чем. И вот так вот проломило стол. Где тут в окружении детского сада. Она там наверху, на балконе сидит, убирается сегодня, там полы моет. Я тут с детками гуляю. Сынули у меня с друзьями, приехал на футбол поиграть в горы. Прям представляете, сейчас к нему приехали сюда. А здесь такое ароматище стоит с соснами, просто нереальнейшие вообще запахи. Класс, там вот прям очень-очень много сосен, прям все в соснах. Из машины вышел, просто обалдел. Здесь вообще можно профессиональным футболом даже заниматься. Отсюда у нас панорамный вид, надо чуть туда дальше пройти.
Там море видно, вся Анталия, как на ладони. Но ароматы здесь просто потрясающие. Здесь, кстати, еще ресторанчики есть. Там прям панорамный ресторан есть, надо будет обязательно приехать сюда. Ой, к лошадке здесь, ничего себе. Вообще красота. Витули, доброе утро. Смотрите, рассказываю, давайте по порядку, много всего, что надо рассказать. По поводу бочки на крыше очень круто работает. То есть сейчас не сильная жара, и вот утром, там, в 10-11 часов, вся семья уже помылась. Жанна, я, вон Катюха сейчас моется. То есть бочки, вон она где-то там стоит, хватает реально намного. То есть это уже утром, вода уже горячая идет. То есть за ночь, видимо, не сильно остывает. Но сейчас вот 12 часов, было 11. На улице показывает 18 градусов сейчас в данный момент. Но на солнце, представляете, как там все накаляется. Вот я показывал предыдущий видосик, кто не смотрел, прям плейлист «Заходите, жизнь Турция». Жизнь Турции, и там куча видео, все я там показываю. Вот очень классно, блин, вообще тема стоящая. То есть бойлер сейчас вообще можно не включать, но он у меня как бы стоит включенный на резерве, чтобы если вдруг что-то, да, понадобится срочно, где-то что-то не хватит. Вот, и тогда можно будет включить. А так, вообще бочки просто достаточно. Так, вот меня там зовет, это я сейчас... В общем, я хотел свое путешествие совершить на велосипеде, но меня здесь позвали, когда поехали с нами в машине. Смотрите, травка здесь вот вообще не было месяц назад, только посеяли, уже все выросло. В общем, сейчас будем ездить, сейчас вам буду рассказывать все проблемы, с которыми столкнулись сразу же по приезду. Сейчас буду рассказывать и показывать, как что делать, как все обходить. Так, смотрите, выбрались в поисках банкоматов. Банкомат здесь искать не надо, конечно, их здесь много. Солнышко вообще жарит, прям все, майку одеваешь, это у нас конец марта, 26 число, если быть точным. В общем, идем искать банкоматы, карта, мир, помощь, да, как говорится. Те, кто без мира, я вообще не знаю, как выживают, потому что вчера пытались расплатиться в магазине в одном, не прошло Мигрос, да, знаете, сеть крупных магазинов, не прошло, не дали транзакцию сделать, ни карты мир, ни обычным Тиньковской, вообще никак не работает. Так, потом, сидя в кафе, в одном кафе, в другом кафе тоже нельзя карты мира расплатиться. То есть эти системы работают только Visa и MasterCard. Соответственно, системы мир они не работают. Нашли два магазина. Carrefour, может знаете, но где-нибудь буду вам показывать. И Тахтакале магазин. Там приняли карту мир, но, естественно, только карточкой, потому что Apple Pay здесь вообще нажимаешь карту. То есть в Москве он с карты мир работал. Здесь он вообще даже не активен. То есть ты нажимаешь Apple Pay и все, и не активно. То есть только Visa, MasterCard активная карта. Вот сейчас нашли еще один банкоматик, Зират. Знаете, какая очередь. Это местные жители. Тоже популярный банк. У меня есть карта этого банка. Вот, вроде как в нем можно с мира снять без комиссии. И Ичбанк, ну там был Ичбанк, но сам банкомат не работал. Сейчас попробуем снять. Смотрите, что дадут нам. Смотрите, когда открываешь Apple Pay, карта мир, просто написано «Использование карты невозможно». Все это появилось прямо здесь в Турции. Мир к Apple Pay только в России доступен. Обычно Тинькофф Black доступно, но, естественно, она не работает здесь. Потому что, опять же, санкции. Так, ну что, пробуем. Карта зашла. Ждем. Вот за language, здесь даже язык можно поменять. И выбрать русский язык. Опа. Так, я сейчас буду пробовать снимать с лирового счета. Я прям в Тинькове перевел на лиры. И сейчас попробую снять с турецких лиров. Так, 500 лир попробую снять. Надо снимать от 300, потому что вроде как комиссия меньше всегда 300 лир. Ну, где? Так, карта вышла, деньги нет. Так, все, деньги вышли. 500 лир. Сейчас посмотрим, что там по конвертации. Так, смотрите, Жанна сняла 400 лир, а она с рублевого счета снимала. То есть мы сумму, которая отображается потом в Тинькофф, сколько сняли в долларах, в лирах, в рублях, там все это показывает. У нее получился курс 7,4. То есть это сейчас так и есть текущий курс. Это значит, что у нее никакой комиссии с рублевого счета не взяли. Сейчас я открою приложение свое и посмотрю, что у меня там с лирового счета взяли ли комиссию. У меня, смотрите, 500 лир я снял. Также 500 сняли без всякой комиссии. Короче, с карты мир, неважно, с лирового счета или с рублевого, у вас комиссию не берут. С рулевого счета в лирах, в принципе, можно расплачиваться. Я вам сразу живой пример. Машина осталась открытая, окна открыты, мы ушли вообще на ту сторону. Мы туда гулять. В машине остался телефон светен. Вот так вот окна открыты, ничего не взяли. Сколько минут, 7-10 нас не было. Вот так вот, представляете? Красота. Я вам сейчас еще покажу один банк, который Ичбанк. Потому что на нем не поймешь, что это Ичбанк. Вот, банкоматик написано, но снизу написано, видите, Ичбанк. Вот. Кстати, заработал, пока мы ходили. Вот вроде бы мир
только пока в этих банках, потому что обычные карты еще в банке раньше работали без комиссии, ну, с маленькой комиссией. Но сейчас, говоришь, там какие-то конские комиссии люди снимали, и совершенно другой курс получается, ну, то есть за счет комиссии. Пока вот так, по остальному я буду потихонечку вам все рассказывать. Я уже это забегался, надо присесть в кафешечку, чайку попить, что-нибудь пожевать, какую-нибудь булочку. На солнышке сидишь, прям вообще жарко. Я даже не представляю, что будет летом. Так, хочу вам показать сам съесть, надеюсь, небо. Вот он, сырный пирог. Бюрек называется. 18 лир порция стоит. Большая должна быть порция. Вот я сейчас возьму себе. Ну, тут очень много всяких вкусняшек. Это, знаете, как место называется? Вон матрешки главное такое. И вот здесь это куча банкоматов. Вот такое центральное место. Кони-алты есть. И тут еще много, смотрите, вкусняшек. Торт есть даже, смотрите. И вот турецкие сладости, смотрите. Опа, сколько много, как в отеле. Так что возьмем бир перцен бюрек, тоже по-турецки. Начинаю практиковать потихонечку. Вот с мясом, кстати, тоже такая штуковинка есть. Не помню, как называется, тоже ничего. Вот так вот, смотрите, вкусняшек нам принесли с чайком. Сидим под солнышком, вообще класс. Я прям вообще кайфую, таю от солнца. Прям улыбка души. И, конечно, заряд, кстати, витамин D. Позитивные эмоции. И, как всегда, передаю вам этот заряд солнечных эмоций. Здесь очень вкусный бюрек. Смотрите, сколько там сыра. Так, смотрите, я везде пробую этой карты МИР расплатиться сейчас. Там у меня, она подошла с терминала, не взяла, не приняли. А туда к кассе подошли, приняли карту МИР. Но вчера в 2 кафе побольше не работал, видите? Все, будем все экспериментировать. Дайте, может, как-то схожу, как это кафешка. Ну, в общем, все, поняли, да? Вот там матрешки, здесь куча банкоматов, здесь Стелла такая. И вот здесь вот такое вот кафе, прямо на углу. Вот оно вот так называется. Еще Мустафа Колджаглу. Прям в Яндексе можешь забить и приехать, найти спокойненько. Ну а сейчас мы приехали на рынок в Хурме. Здесь можно купить картошечки, фрукты, овощей, все, что хочешь, вещи, там рыба продается. О, у меня пакет развязался. Единственное, что мне не нравится, в некоторых местах нету цен. Ну и надо спрашивать, как, когда видишь, что это русские. Естественно, цена может быть другая. Кое-где есть цены, но в основном даже, я бы сказал, есть. Смотрите, апельсины по 5 лир, кабачки 25 лир, вернее, эти баклажан 12 лир, перчик 20. В магазине вчера был 30, даже с лишним. То есть здесь подешевле. Лимоны 5 лир. Мед есть. А цены в лирах, говорю, сейчас на данный момент курс 7,4. Вот. Вы можете вбить в гугле, лучше вбивать курс лира, рубль, лира, евро, лира, доллар. И увидите цену. Потому что цены очень меняются сейчас очень сильно. Курс плавает. Вот, смотрите, даже арбуз есть. Поэтому актуально лучше так пересчитывайте на момент. Вот момент съемки 7,4 за лиру рублей. Смотрите, апельсинчики 5 лир. Чеснок есть по 5, есть по 10. Капуста, смотрите, 8 лир. Да, цветная капуста, брокколи 15, 20. Редиска 5. Вот она здесь такая большая, и она прям ядреная. Здесь редисочка, но вкусная очень. Помидоры 17. Помидоры через 10 лир. Какая цена, не говори? Огурцы 15 лир. То есть вот помидоры, получается, легко посчитать, да? 74 рубля, если по 7,4 считаете. Да, пишите, сколько у вас стоит чили, в каком городе живете, в какой стране, какие цены вы сравниваете. И пишите, как у вас с ценами относительно Турции. Вот яйца продаются, только непонятно почем. 45 лир, это, наверное, за 30 яиц, и 1,5 лира, по-моему, за одну штуку, если продаются. Это домашние яйца, они стоят подороже, чем магазинные. Ну, вот мы как-то брали, ну, в принципе, я особо разницы не заметил. Какие-то продукты здесь дешевле, какие-то дороже, чем от магазинов сравнивать, там Шок, Мигрос. Вот, все это более натуральное. Вот клубника мне больше нравится из Мигроса, намного вкуснее, чем на рынке. Жанна сколько раз покупала, мне из Мигроса прям намного слаще кажется. Мед, зеленушечка. Здесь цен нет, русскому здесь будет тяжело, не знаю. Турецкий язык. Так, клубничку Жанна взяла, 30 лир килограмм целый. Ананасики есть, киви, бананы маленькие, которые полезные, апельсинчики. Так, апельсинов взяли вот таких вот, 6 лир килограмм. Но это не на сок, это такие вкусные. А если на сок, будет дешевле стоить. Есть поменьше, такие за 7,50. Арбузы есть, смотрите, сезон арбузов круглый год Турция. Так, арбузы, смотрите, килограмм 20 лир стоит. Можно кусочек взять. Четвертинку арбуза.
Бананы по 13 лир. Ой, наша любимая вот эти колбаса, как я называю, сладкая. Турецкие сладости. Поль, нельзя так трогать, зайчик, просто посмотри. 45 лир, это за килограмм ценник. Эти специи. Сиди, как ты спрашиваешь, на когда? Это типа, где, сколько? Когда отвечают, вот сложно, то есть даже зная счет цифр, когда они говорят, не всегда можно понять. Но надо учить потихоньку, надо учить. Так, конечно, все очень аппетитно выглядит, вкусно. Фоточку на обложку, какого? Евген. Ну, так, зонтик будет не очень красиво. Евген на рынке. Первый раз, кстати. Ну, относительно один раз я был. Но не здесь, не в Ларе, а там, в Лимане, где матрешки в тех краях. Здесь цветы, рассаду можно взять. На балконе себе высадить что-нибудь, кактус. На рынке можно ходить и все пробовать. Можно опробоваться так, что наешься, ничего покупать не надо. Перчик вот острый, главное, особо много не пробовал. Она Алджай напробовался, говорит, очень вкусные черри. Да, и выглядит очень аппетитно. Вот видите, мы так вот накупили, и в руках все носишь. Это не очень удобно. Есть такие тележки. У нас она, кстати, есть. Дома стоит возле входа. Никто не забирает, кстати, она там уже несколько месяцев стоит. Один раз Жанна купила здесь на рынке, привезла, попользовалась, и больше ее с собой не брали. Потому что так вот ехали просто мимо, давай на рынок заскочим, давай. Тележки с собой нету. Но на самом деле много не надо покупать, потому что мы обычно, когда набираемся, огурцы, все это. И бывает, что не всегда все съедаем. И остается, и портится, вот. Поэтому надо так чуть-чуть брать. На всю субботу, да, здесь в субботу, здесь в Хорме рынок, а на Лимане там или возле матрешек тех, так я называю, по вторникам, по-моему, еще в какой-то день тоже есть еще один рынок. То есть, ну, здесь прикольно, мне вот здесь нравится Хорме, ты ходишь, как, знаете, то есть это вокруг все, и там плюс еще ряды, как бы в квадрате сделаны. Нет, это нормально, потому что когда там у матрешек на Лимане были, там прям такой движняк движнем, просто туда даже с детьми заходить нереально. Здесь ходим нормально. Это более комфортно, здесь в Хорме спокойненько, знаете, так. Можно даже для пылесоса купить что-нибудь. Здесь прям рынок, знаете, для удовольствия. И цены, вот Жанна говорит, здесь дешевле. Ну, Хурман, считается, такой более отдаленный райончик, если есть аренда, не знаю, платят за аренду, не платят. Ну, тут прям ходишь и прям удовольствие испытываешь. А туда я заехал, я говорю, такая движня, о, караул. Здесь все есть, и орехи, и семена. Смотрите, здесь есть. Здравствуйте, Мираба. Вот это хурма вяленая, это такая бомба вообще, такая вкуснятина. Если будете здесь, обязательно берите. Это, про нее сколько она стоит, но это очень вкусно, нереально. Вот мне сказали, что 60 лир стоит, сейчас возьму, попробую. Что если будете в Хурме, берите хурму. Можно мне хурмишки? Сколько? Полкило можно. Это будет 30 лир, да? Да. Давайте возьму половиночку. Так, вот так выглядит полкило хурмы. Вон там она у меня в пакете лежит. Очень вкусная штука просто. Ну, это одно разменял, 200 лир, который в банкомате снял. Чтобы с крупными не ходить, удача всегда была. Смотрите, гранатовый сок есть, вообще красота. А вот смотрите, здесь еще хурма, 80 лир уже, вот такая вот в обсыпке, не знаю, что это такое. Инжир, кстати, тоже очень вкусный, но это в отелях есть. А вот хурму в отелях никогда я не видел. Что-то не успели увидеть, на паузу ставьте, смотрите цену и конвертируйте через Google. Будете получать цену и примерно сравнивать, что у вас. Ну и в комментариях, конечно, пишите тоже ваши цены. Смотрите, мед слотов есть. Семена. О, наши любимые соленья, коренья, халапенья, как я люблю говорить, оливки. По 30, по 40, 50 лир. Под халапенья, кстати, моя любимая. Творог есть. По 50 вижу цену. Ну, тоже творог разные цены. Так, вот видите, мы вокруг вот так вот обошли сейчас вокруг поля. И вот тут еще ряды есть. Там и рыбка, все есть. И вещи тут есть даже, можно приобрести. Вон они, вещички. Ну, я как-нибудь зайду еще, вам покажу, наверное, да, потом. По вещам. Вот вижу там, что 2 штуки 10 лир. Ну, надо идти снимать. О, обои даже есть, или что это? А, скатерти. Самобранки. Раскатал, и продукты появились. Вот, да, видите? Вещички еще. Calvin Klein, пожалуйста. Original. Здесь, кстати, вещи по нормальным ценам бывают. Ну, можно что-то нормальное тоже найти, но надо ходить искать. Кроссовки, обувь. Ну, нам желательно, чтобы турецкого производства был, не Китай. Тогда будет очень хорошо носиться. Смотрите, как можно детишками на площадку папочку посадить, а мамочка может пойти на рынок походить. Ну, мы вот в Полька ходим нормально. Здесь прям очень комфортно. Даже вот здесь в этих рядах нет толкучки, нет движни такой.
приятно. У некоторых сетей вот так вот, смотрите, есть лимончики. Пожалуйста, на рынок не ходи. Балкон руку протянул, сорвал. У нас гранаты будут, оливки. Вот у кого-то лимоны растут. Ну их даже не срывают, они такие прям огромные, там вот желтые переспелые. Так, значит, мы тут возвращаемся с рынка домой. Набрали все, смотрите, у нас там в беседочке в нашей зоне что-то происходит такое. А у нас там какая-то вечериночка, смотрите, тусовочка. Обалдеть, как будто свадьба. Сегодня, в общем, какой-то день встреч в нашем СНТ, в нашем товариществе. Здесь прям тусовочка. Смотрите, какая красота. Аниматоры, дети, ой, вкусняшки. Я вообще не знаю, пригласили нас, нет? Сейчас пойдем спросим. Это вроде не наше мероприятие, но смотрите, как круто можно организовать. Да, то есть мы хоть свадьбу играем, вообще красота. А наши где-то здесь сидят. В общем, сегодня два мероприятия одновременно. Детишки тут на площадке. А тут вот еще кто-то сидит. Вот так вот скромненько тоже тусовочка образовалась. Сегодня два мероприятия. Совпал день рождения и встреча сетешников. Ну, здесь сетей, как бы встреча, тусовочка от сетей. Получается вот так вот. Одни там сели, другие там. Но вообще наши планировали там сесть, девчонки. Ну, договорились, ничего. И тут хорошо, и там хорошо. Эти все места найдется, сад большой. Так, ну по квартире, смотрите, мы когда сюда заехали, было прохладненько, потому что закрыто было. Сейчас вообще уже даже кондиток, ну, чуть-чуть подогреваем. Сейчас у нас очень тепло, поэтому днем вообще не включаем, ночью иногда. Давайте покажу вам, как это все выглядит отсюда. Здесь вот стол наш гигантский, стулья. Вот так, смотрите, выглядит все это отсюда. С нашего балкона все украшено. Одна тусовочка, вот вторая тусовочка. Сейчас пойду тоже к ним спущусь. Симка еще проблема, 3 месяца прошло, у нас туристическая была, мне заблокировали, я не могу пополнить. Ну, как бы работать, смс-ки приходят, но ее надо делать в ВНЖ, и нужно ее с ВНЖ уже в офисе продлевать. Я вчера в офис заехал, они говорят, только ВНЖ, а мы еще не сделали, документы не подали, ну все, привезли только в этот раз. Сейчас пока вот решаю вопрос, сейчас там или в БИМе, или еще где-то сделаю. Симки стали стоить на данный момент 350 лир. Это в Турктелеком вроде подешевле брат у меня сделал, брат на то, что в Алании приехал. Он за 230 сделал, 20 гигов, ну тоже на 3 месяца только это делают, но я хочу на постоянку. Вообще посмотрю сейчас, может временную какую сделаю, а потом свою активирую, потому что у меня к ней уже там привязано много чего. Чтобы ее не терять номер, поэтому буду делать. Какие дела приехали? С картами беда, ну с картами вроде решили, видите, все снимали, а и дат у нас поднялся, 330 лир сделали. Я сейчас заплатил сразу за март и за апрель, сразу вперед заплатил. В общем, все, что снял, все раскидал. Сегодня там все. Вот, поэтому еще поеду в банкомат снимать денежку. Погода класс, вообще прям лето вообще красное и классное. Там что-то делают, эти землю привезли, что-то выравнивают на горах. Ну, знаете, ощущение такое, вот месяц назад было как-то, да, так немножко, ну и погода, не погода была, а вот сейчас ощущение прям лето, все, знаете, все живет, тут люди вышли, там сидят, тут сидят, то есть атмосфера, знаете, такая прям жизни, прям кипит, все бурлит, вот, прям, знаете, вот прям какое-то прям ощущение вот такое, знаете, семейство такое, знаете, как вот прям уют, комфорт, вот это классно, когда все-таки есть какая-то территория небольшая, и люди все собираются, прям, знаете, жизнь, такая жизнь все-таки происходит, вот, прям по ощущениям сейчас передаю. Аромат, конечно, представить, что же все передаю, все засылаю. По вопросам покупки квартиры не в комментариях пишите, друзья, потому что там очень сложно дать какой-то контакт или что-то ответить. Прям в ВК мне пишите, в личку или в Инстаграм, если он есть, если вы VPN пользуетесь, потому что Россия сейчас заблокирована. Вот, и я вам все расскажу, подскажу и поснимаю даже квартиры какие-нибудь, то, что вас интересует, то, что сейчас подписчики пишут. Жень, на 2+1, тоже в Хурме хотим, на горы. Езжу, снимаю сейчас все. Буду постепенно вам во всех видюшках все выкладывать, все показывать, все квартиры, которые я поснимаю. Разные бюджетные варианты, и хорошие, элитные, дорогие просят. Ну, интересно, мне нравится, вот ездишь, снимаешь, там что-то прям, знаете, жизнь кипит, бурлит. Ну, у меня еще плюс моя работа много. Сейчас запускаем процесс создания сим-карты. Смотрите, рынок, который в Лимане, главный, знаете, наверное, всю эту нитичку, вот здесь вот такой вот, здесь канцелярия игрушки, здесь можно сделать ксерокопию. Вам нужно ксерокопию основной страницы, загранпаспорта и дату въезда. Сейчас дальше расскажу, что делать. Сейчас ездили, заехали в нашу любимую кафешечку. Перекусить, вот так называется, Торку Зияхет. Вот такой дырюм донор есть, берусь баранина. Вот за эти курицы берет, готовит. Очень вкусно. 34 лиры, вот здесь есть меню.
Это за 100 граммовый я беру 150 грамм мяса накладываю. То есть сейчас ставьте на паузу, разглядывайте. Очень вкусный. Самый вкусный кебаб, самый вкусный шаурмишка. Всем приятного аппетита. Так, вот она кафешка. Поели, поехали дальше. С айраном, с перчиком. Классно. Ну давайте, на заправочку заехали. BP, British Petroleum. British. Да. Смотрите, цены на бензин. 95-й 20 лир. А Ультима, ну Ультима не будем смотреть, да? 95-й, а дизель 23. Короче, 95-й 20, дизель 23 лиры, да? 20 умножаем на 7,4 сейчас курс. На 148 рублей. Все от курса зависит, когда курс 12, как курс 5, курс поменьше. Ну и бенз вырос, конечно, когда я месяц назад ездил, снимал. Было что-то в районе 80, да, кто смотрел, я все показываю. Смотрите, моечка такая есть. Кто видел, как я в инстаграме мыл? В минус 5, пена замерзала. Вода не мерзнет, кстати, у нас там специально вода обработана. Тоже класс. Вообще под солнышком приехать, помыть свою машину, милое дело. Я бы сам мыл, честно. Вот так вот мы за симками поехали с Жанной на великах вдвоем. Так, в общем, магазин BIM вам в помощь. 150 лир, я вам даю симку, 9 гигабайт интернета, куча смс-ок. Вот, и потом можно будет уже покупать гигабайты, пакеты там по 20 гигов, по 9, по 8, по сколько захотите. Вот. И очень удобно, что BIM везде есть, если что, зашел и все. Ну, я на сайт зашел, я там понял, можно будет активироваться и зайти. А симка сегодня суббота будет работать только в понедельник. На что выходные, не знаю, может раньше работать. Так что так вот, 150, потому что во всех Turkcell, Vodafone 350 лир стоит симка туристическая. Здесь нам тоже сделали туристическую. На 3 месяца она будет работать. А потом, если получение ВНЖ, можно уже активировать, и она будет дальше годами работать. Что магазин BIM, это находочка в своем роде, выручает, да, вместо 150-150 лир. Вообще Тарасу огромное спасибо. Ссылку на его канал я оставлю под видео. Спасибо, Тарас. Вообще он мне хотел сделать на свой ВНЖ, поскольку есть ВНЖ. Он мне хотел вообще оформить симку на себя и мне ее дать. Вот, но получилось так, что, видите, они без ВНЖ делают, оказывается. Турист пакета. Все равно, Тарас, спасибо. Направил меня BIM. Я вообще хотел в шоке посмотреть, что я видел тоже какие-то тарифы. Ну, не знаю, городской-то не городской. Интернет или eSIM. Вот, ну, BIM получился. Крутит педаль. Да, кстати, Тарас тоже снимает видюшки всякие. Про Турцию, про отели, кстати, даже тоже снимает. Поэтому заходим к нему на канал, поддерживаем. Лайкосиком, добрым комментарием. Тарас очень хорошо тоже снимает. Так что, друзья, обязательно заходим, поддерживаем.